Если вы чувствуете тяжесть жизни, давящую вам на грудь, и если каждый день кажется вам очередной битвой, на которую вы не подписывались, прислушайтесь, этот момент не случайность. Вас не уничтожают. Вас определяют. То, с чем вы сталкиваетесь сейчас, это не победа дьявола, а, вполне возможно, божественное испытание. Вы взывали к чуду, умоляя о благословении, проси богатства, выздоровления, или даже просто знак того, что Бог не забыл твоего имени. И правда в том, что Он не забыл. Но перед дверью в твой домизбыток открывается, перед тем, как обещать разворачивается, Бог часто помещает своих детей в огонь, чтобы увидеть, что еще нуждается в очищении. Вы просили больше вера, но ожидали ли вы, что Бог ответит на вашу молитву утешением? Вера не строится на комфорте, а она закаляется в давлении. Видите ли, когда сердце находится под давлением, его истинное содержание раскрывается. Бог испытывает вас не для того, чтобы увидеть, как вы сломаетесь, Он испытывает вас, чтобы раскрыть то, что внутри вас, во что вы действительно верите, кому вы действительно служите и готовы ли вы к следующему уровню вашей судьбодавления, которое вы сейчас чувствуете, это не наказание, а подготовка. Это рука Создатель, превращая вас в сосуд, способный нести больше богатства, глубже вера и сильнее власть. И я должен вам сказать, что-то приближается, что-то такое божественное и непредвиденное, что если вы уйдете слишком рано, вы пропустите самый урожай, вы молились за меня. Поэтому оставайтесь со мной до конца этого сообщения. Потому что еще до того, как этот час закончится, вы поймете, почему то, что казалось штормом, на самом деле было подготовкой к вашему чуду. Подумайте об Аврааме, человеке, которого Бог называл своим другом. Бог не испытывал его, когда его жизнь была мирной, когда его урожай был полон или когда обещать чувствовал себя рядом. Нет. Бог испытал его тем, что он любил больше всего, своим сыном, своим наследованием, его будущее, и в тот момент, когда послушание стоило ему всего, Авраам доказал, что его доверие не было в благословении, но в том, кто дал его. Это секрет, большинство людей упускают это из виду. Бог никогда не пытается что-то у вас отнять, Он пытается вам доверять. Он не пытается лишить вас обещать, Он пытается подготовить вас к тому, чтобы выдержать это, не теряя своего сердца. Потому что, если ты не можешь отдать то, что любишь, ты никогда не получишь то, что по-настоящему твое. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Итак, если вы находитесь в периоде, когда чувствуете себя опустошенным, если все, что вы построили, кажется, шатается, не паникуйте. Вы не проигрываете. Эта почва трескается перед «семи может расти». Это ветер проверяет корни перед тем, как дерево приносит плоды. И да, это больно. Больно, когда Бог требует послушания без объяснений. Больно, когда дверь закрывается, когда деньги заканчиваются, когда молитва кажется без ответа. Но что, если я скажу вам, что чудо уже написано в твоей боли? Что благословение не задерживается, а формируется? Бог молчит не потому, что отсутствует, Он молчит, потому что измеряет ваша вера. В Иакова 1 час 12 минут говорится: «Блажен, кто претерпит испытание, потому что, выдержав испытание, он получит венец жизни, обещанный Господом». Этот стих не является теорией, это завет. И прямо сейчас вы стоите в том же пространстве между обещать и выполнением, что каждый избранный сосуд стоял перед проров. Вопрос в том, убежите ли вы от испытания или останетесь и позволите ему вас преобразить? Будете ли вы держаться за свой верокоп, да все вокруг тебя кричит «Отпусти». Не отворачивайтесь сейчас. Не пропускайте эту часть. Потому что это испытание, в котором вы участвуете, это скрытый, тихий, болезненный момент, это та самая земля, где ваш следующий чудо вырастет. Если вы сможете выдержать, если вы сможете сохранить сердце открытый и ваш веростойкий, ты не только пройдешь тест,
ты унаследуешь благословение. Это было припасено для тех, кто не сдается. Дослушайте это сообщение до конца, потому что прежде чем мы закончим, я открою вам ключ, который открывает весь этот период вашей жизни, божественный шаблон, объясняющий, почему Бог позволяет давлению опережать процветание. То, что произойдет дальше, не только объяснит вашу боль, но и раскроет ваши тайны к цели. Вы можете говорить, что любите Бога. Вы можете поднимать руки в поклонение, открывать приложение «Библия» каждое утро, делиться стихами в социальных сетях и все равно идти прямиком в духовную нищету. Не потому, что вы злы, не потому, что не верите, а потому, что где-то по пути вы запутались, стоя комфорт-завет. Вы торговали жертва для удобства. Вы создали образ веры, но не жизнь послушания. И это скрытая опасность, которая разрушает больше судеб, чем когда-либо мог бы разрушить грех, иллюзия безопасности, когда твой дух на самом деле голодает. Многие верующие сегодня довольствуются верой, которые чувствуют себя хорошо, но никогда не трансформируются, благословение что сказано, но никогда не прожито, обещание не цитируют, но никогда не получают. Вы все еще говорите «Бог благ», но сомневаетесь в Его выборе времени. Вы все еще ходите в церковь, но ваше сердце отдален. Ты все еще молишься, когда попадаешь в беду, но игнорируешь Его голос, когда Он просит тебя сдаться. Ты все еще отдаешь, но не до тех пор, пока не станет больно. Ты все еще говоришь «Я доверяю Богу», но проводишь бессонные ночи, беспокоясь о деньги, о вашем будущем, о том, что думают другие. Вы все еще называете Его Господом, но ваша жизнь управляется страхом, а не верой, и самое печальное. Вы даже не осознаете этого. Потому что эта современная версия христианства позволила легко быть теплохладным, казаться духовным, но оставаться неизменным. Вы научились поднимать руки, не поднимая креста. Вы научились говорить «Аминь», не говоря «Да», когда послушание стоит вам всего. Но послушай меня, Бог, Он не призывает вас к комфорту. Он призывает вас к комфорту. Святой сам Иисус сказал в Евангелии от Луки 9:23: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Это не утешение. Это сдаваться. Это дисциплина. Это реальный путь веры, и он узок, одинок и дорог. Но это также единственный путь, ведущий к истинному избыток, свобода и вечное богатство. Потому что каждое истинное благословение рождается в послушании, и каждый. Настоящее чудо начинается там, где заканчивается ваш комфорт. Подумай об этом. Ты говоришь, что хочешь трансформация, но трансформация требует смерти, смерти гордыни, смерти эго, смерти себя. Ты говоришь, что хочешь избыток, но изобилие требует управления, а управление требует жертва. Ты говоришь, что хочешь процветания, но процветание начинается тогда, когда ваше сердце перестает поклоняться деньгам и начинает доверить поставщика. Бог не может высвободить то, что ты не готов нести. Он не изольет богатство в сосуд, который все еще протекает через непослушание. Он не откроет дверь, если вы отказываетесь отпустить ключ, который Он просит в вашу волю. Вы все еще любите свой комфорт. Вы все еще защищаете свои привычки. Вы все еще выбираете то, что удобно, а не то, что полезно. Освященный. Но могу ли я вам сказать секрет? Каждый великий ход обозначивается с дискомфорта. Каждое настоящее благословение начинается с надлома. Каждое чудо начинается с капитуляции. Потому что Царство Небесное не подчиняется вашей логике, а оно движется через вас. Вера. И вера не растет в мире, растет в бурях. Вот почему Бог иногда Он потрясает то, что ты считал незыблемым. Он не пытается разрушить твою жизнь, Он пытается ее пробудить. Посмотрите на свою жизнь прямо сейчас. Те области, где вы испытываете наибольшее давление, это те области, где Бог работает усерднее всех.
Отношения, которые развалились, работа, которая закончилась, план, который провалился – это не признаки того, что вас бросили. Это признаки того, что вас бросили подготовка. Потому что Бог, Он никогда не позволит тебе сохранить то, что делает тебя ничтожным. Он уберет то, за что ты цепляешься, чтобы ты, наконец, прилепился к Нему. Он позволит тебе почувствовать себя опустошенным, чтобы ты, наконец, смог наполниться. Ты молился о трансформации, не так ли? Тогда не сопротивляйтесь процессу. Потому что вы не можете просто войти в избыток, пока вы держитесь за бедность в своем сердце. Это не сообщение об осуждении, это сообщение о пробуждении, это божественное предупреждение, пробуждающее вас от духовного сна. Многие из вас молились о чудесах, но проигнорировал условий, которые их разблокируют. Вы хотите богатства, но отказываетесь сеять. Вы хотите выздоровления, но держись за горяч. Ты хочешь мир, но питаются страхом. Ты хочешь избыток, но живите с дефицитом в вашем мышлении. Дитя мое, как я могу налить благословение в сердце, кто еще сомневается в моей доброте? Как мне открыть двери, когда ты не хочешь отпускать то, что позади тебя? Ключ к следующему сезону – это не больше слов, это больше смирения. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, отказывайте себе не один раз, а каждый день». Потому что это правда, ученичество – это не одноразовая молитва, это выбор на всю жизнь послушания, это значит сказать «нет» тому, что приятно, чтобы можно было сказать «да» тому, что приятно к святой, это значит обменять временное удовольствие на вечное, к обещать. Это значит потерять свою жизнь, чтобы обрести ее снова, более богатую, более свободную, наполненную избыток, что этот мир никогда не сможет отнять. И я должен сказать вам это с любовью: если ваша вера никогда не заставляет вас чувствовать себя некомфортно, это не вера. Если вы идете с Богом, никогда не бросайте вызов своим привычкам, это не преображение, а развлечение. Если ваши молитвы просят только благословений, но никогда не исправления, вы не растете, вы дрейфуете, Святой Дух огорчается, когда ты поклоняешься устами, но гоняешься за миром всей своей жизнью. К Евангелии речь идет не о самопомощи, а о самоотречении. И самая большая опасность этого поколения – не грех, а комфорт, замаскированный под духовность. Тебя не атакуют, тебя приглашают. Приглашают отпустить. Приглашают умереть от того, что тихонько тебя убивает, от страха, компромиссов, полуправды. Приглашают снова взять свой крест. Потому что урожай то, о чем вы молитесь, не может произойти, пока не будет погребено семя вашего «я». Бог хочет дать вам избыток, но Он должен сначала дать вам выравнивание. Ты хочешь чудеса, но Он хочет зрелости. Ты хочешь процветания, но Он желает чистоты. И когда вы, наконец, выбираете капитуляцию вместо выживания, когда вы, наконец, говорите «не моя воля, но твоя да будет», вот тогда все меняется. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы остановились и совершили небольшой поступок вера прямо сейчас. Если это сообщение адресовано вашему сердцу, если что-то внутри вас чувствует, Бог волнует, сделайте шаг. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не потому, что это помогает каналу, а потому, что это ваш способ сказать: «Господи, я принимаю это слово. Я больше не убегаю». Пусть этот щелчок станет вашим маленьким актом послушания, вашим цифровым «Аминь». Потому что, когда вы взаимодействуете с тем, что божественный, вы освобождаете место для Бога взаимодействовать с вашим судьбой. Не пролистывайте. Оставайтесь со мной. Потому что дальше наступит переломный момент, когда секрет за вашей борьбой начинается разворачиваться борьба. Мы диагностировали проблему, но теперь посмотрим чудо. Скоро вы поймете, почему Бог позволили трястись, почему шторм должен был прийти, и как благословение был спрятан внутри той самой битвы, от которой ты пытался сбежать.
Оставайся до конца, твой прорыв ближе, чем вы думаете. Божья благодать – это не свободный пропуск, позволяющий вам оставаться такими, какие вы есть. Это не разрешение оставаться сломленными, озлобленными, зависимыми или напуганными. Милости – это не оправдание, это приглашение. Это божественная сила которой вытаскивает тебя из того, кем ты был раньше, и формирует тебя таким, каким ты был предназначен стать. Если вы чувствуете, что что-то шевелится в вашем сердце прямо сейчас, это давление в груди, этот ком в горле, это не чувство вины. Это не стыд. Это Бог тянет тебя назад, пока не стало слишком поздно. Это эголюбовь, замаскированный под убеждение. Потому что он не позволит вам тратить свои силы впустую. Чудо на комфорте. Он отказывается смотреть, как ты тонешь в посредственности, пока есть избыток, власть и судьба написана поверх твоего имени. Но я должен спросить тебя, как долго ты будешь продолжать убегать от трансформации во время просьбы благословения? Как долго вы будете звонить, Бог открыть двери, но отказываетесь закрыть те, которые ведут вас к греху? Сколько? Вы будете молиться о новом сезоне, цепляясь за привычки, которые отравили предыдущий. Вы взываете о чудеса, но когда приходит убеждение, вы называете это осуждением. Вы хотите урожай, но вы игнорируете плуг. Ты хочешь избыток, но ты продолжаешь жить в поле компромиссов. Скажи мне, как можно Бог доверять вам обещать, если ты не откажешься от своей гордыни? Как Он может излить богатство в вашу жизнь, когда вы все еще поклоняетесь комфорту, который убивает ваш дух? Вы все еще хотите контролировать. Вы все еще хотите написать свою историю, одновременно спрашивая Бог подписать его. Но Он не подписывает контракты, написанные руками человека. Он пишет заветы, написано кровью, запечатана жертва, проверена вера, и раскрывается через послушание. Настоящий Иисус, Он умер не для того, чтобы вы могли спокойно жить в своих привычках. Он умер, чтобы вы могли освободиться от них. Освободиться от цепей стыда. Освободиться от зависимостей, которые делают вас ничтожными. Освободиться от бедности, которая шепчет, что тебе никогда не будет достаточно. И свободен от страха, которая говорит тебе, что ты зашел слишком далеко. Благодать не покрывает тебя, чтобы ты оставался слабым, а дает тебе силу, чтобы ты мог войти. Власть. Если милость не изменила тебя, ты не встретил настоящего Иисуса. Ты встретил религию. Ты встретил идею Бога, а не Его живое присутствие. Потому что настоящий Христос, Он не просто утешает вас, Он обличает вас. Он не просто успокаивает ваши раны, Он совершает операцию на твоей душе. Он удаляет заразу греха, чтобы ты мог исцелиться. Он разрушает твои идолы, чтобы вы наконец смогли увидеть Егослава. Настоящий Христос, Он не похлопывает тебя по спине, пока ты ходишь кругами. Он зовет тебя, приказывает тебе встать и направляет тебя к цели. Ты говоришь, что хочешь следовать за Ним, но следуешь ли ты? Ты действительно хочешь следовать за настоящий Иисус, тот, кто требует твоего крест, не ваше удобство? Спросите себя честно, какой версии Иисуса вы следуете? Тому, который говорит, что все будет хорошо, что бы вы ни делали, или тому, который сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Первый вариант обещает комфорт, но оставляет вас опустошенными. Второй обещает боль, но ведет к воскресению. Первый держит вас в ловушке греха, притворяясь, что благодать означает «все сойдет». Второй раскрывает вас, лишает гордыни и наполняет вас власть сверх меры. Один сохраняет тебя живым, но онемевшим. Другой убивает твою плоть, так что твой дух может жить. Какого Иисуса ты выбрал? Ты говоришь: «Бог знает мое сердце». Да, Он знает.
Именно поэтому Он зовет тебя прямо сейчас. Потому что Он знает твое сердце, сердце разделилось. Ты отдал Ему свои слова, но не свою волю. Ты отдал Ему свои песни, но не свою преданность. Ты отдал Ему свое время, но не свое доверие. Ты спрятался за языкомбера, но в глубине души ты живешь в страхе. Ты молишься о чудо, но тайно веришь, что это никогда не произойдет. Ты говорил, что доверяешь Его выбору времени, но каждая задержка заставляет тебя сомневаться в Его выборе и обещать. И все же, все еще Он любит тебя. Все еще Он зовет тебя. Все еще Его милость тянется к тебе не для того, чтобы оправдать твою слабость, а чтобы пробудить тебе сила. Послушай меня. Это момент твоего решения. Это перекресток между комфорт и звонок, между тем, чтобы оставаться прежним, и тем, кем ты был создан быть. Нельзя сохранить и то, и другое. Милости позволит. Потому что правдомилость не дает вам чувствовать себя комфортно в рабстве. Он разрывает ваши цепи и приказывает вам двигаться. Настоящий Христос. Он призывает вас отказаться от своих оправданий. Он говорит: «Встань, возьми свой крест, следуй за мной». Он не требует совершенства, Он требует сдаваться. Он не требует от вас безупречности, Он просит вас быть верными. И если вы сделаете этот шаг, даже дрожа, даже неуверенно, Его власть встретимся с вами там. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши молитвы остаются без ответа, дверь не открывается? Почему чудо чувствуется задержка? Это не потому, что Бог забыл тебя. Это потому, что Он ждет твои гадать что-то значить. Он ждет твои говорить, чтобы из ваших уст перешло в вашу жизнь. Вы говорили: «Господи, благослови меня». Но Он говорил: «Дитя, повинуйся мне». Вы молились о избыток, но Он готовил ваш характер. Потому что благословение без трансформации ты бы погиб. Богатство без мудрости ты бы раздавлен был, чудо без зрелости он бы угас. Благодать не дает тебе коротких путей, она дает тебе силу выдержать этот процесс. И я снова спрашиваю тебя: как долго ты будешь стоять на полпути? Как долго ты будешь петь о свободе, но жить как раб? Как долго ты будешь говорить, что любишь свет, но продолжайте играть в тени? Это не осуждение, а приглашение. Бог, Он призывает тебя подняться выше. Он призывает тебя отпустить старое, ты, движимый страхом, одержимый контролем, зависимый от признания. Потому что новый ты, тот, что покрыт милость, ждет по ту сторону твоей капитуляции. Ненастоящий Иисус не предлагает вам религию, Он предлагает вам революцию, принадлежащую сердцу. А трансформация настолько глубоко, что ваше прошлое больше не может вас определять, только чудо настолько реально, что люди будут смотреть на твою жизнь и видеть Божие словотражено в каждой области: ваше богатство, твое здоровье, твои отношения, твой мир. Но все начинается здесь, с вашего решения сказать: «Хватит притворяться». Хватит половинчатости. Я хочу чего-то настоящего. Вы слышали о благодати всю свою жизнь. Но сегодня вас пригласили испытать ее. Не как слово, а как сила. Не как идея, а как дверь. И чья дверь открыта сейчас. Пройдете ли вы через него? Выберете ли вы настоящий Христос над вашим комфортом? Вы позволите Его милость трансформируй себя, а не оправдывай. Потому что, когда ты это делаешь, все меняется. Секрет из милость вот в чем. Оно не просто прощает вас, оно дает вам силу. Оно не просто закрывает ваше прошлое, оно создает ваше будущее. Это не просто спасает тебя от ада, это спасает тебя для небеса на земле. Итак, прямо здесь и прямо сейчас скажите это от своего имени сердца: «Господи, я сдаюсь. Преобрази меня». И когда эти слова слетают с ваших губ, поймите,
Вы только что перешли точку невозврата. С этого момента милости позволит тебе вернуться к тому, кем ты был. Оно будет нести тебя, укреплять тебя и поднимать тебя в избыток, цель и судьба которой всегда были твоими. Это твой момент. Это твое чудо. Вы думаете, что в Ашвера все в порядке. Ты думаешь, что ты достаточно силен, что твое сердце все еще полностью принадлежит Богу, что вы все еще на правильном пути, потому что не отреклись от Него полностью. Но правда в том, что врагу не нужно ваше отвержение. Ему нужно лишь ваше отвлечение. И именно так он и действует. Он не нападает на вас, сломя голову, дверь твоей жизни, возвещая о своем присутствии громом и страхом. Нет, он слишком терпелив для этого. Он проскальзывает бесшумно, как дым сквозь трещину в стене. Он маскируется под то, что кажется нормальным, под песню, которая притупляет твой дух, шутка, высмеивающая святость, мысль, которая шепчет «все не так уж и плохо». И постепенно, без вашего ведома, ваша вера начинает затухать, но не с криком, а со вздохом. Вы начинаете это тонко чувствовать, не как бунт, а как усталость. Молитвы становятся короче, к Библии то, что когда-то горело откровением, теперь кажется рутиной. Ты говоришь себе, что просто устал, просто занят, просто человек. Но на самом деле проницательности немело. Твой дух голодает, пока ваши привычки питают вашу плоть. Вы прокручиваете страницы вместо того, чтобы молиться. Вы сравниваете вместо того, чтобы верить. Вы сплетничаете вместо того, чтобы ходатайствовать. Вы лелеете то же самое, что когда-то обличало вас, и самое худшее, вы больше не чувствуете разницы. Вот как враг проникает не силой, а через знакомство. Он не крадет твои благословения ночью. Он осушает его по капле, по одному компромиссу за раз. Все начинается с музыки, которую, как вы знаете, вам не стоит слушать, биты цепляют, тексты безобидны, правда? Но за каждым ритмом стоит дух, за каждым словом стоит семя, и эти семена начинают формировать ваше сердце без твоего разрешения. Потом начинаются разговоры, просто шутки, просто выплеснуть эмоции, просто быть собой. Но каждое неосторожное слово становится поводом, каждая горькая жалоба – приглашением. Затем следует грех всего лишь раз. Всего один раз, чтобы расслабиться, всего один раз, чтобы сбежать, всего один раз, чтобы что-то почувствовать. Но то, что когда-то было одним разом, вскоре становится рутиной, а рутина – рабством. Ни враг не нужно уничтожать ваш вера, если он может притупить его. Ему не нужно лишать вас возможности поклоняться, если он может сделать его пустым. Ему не нужно заставлять вас перестать верить в Эбок, ему нужно только заставить тебя остановиться, ожидая он. Это его молчаливое проникновение, когда твои губы еще хвалят, но твое сердце отсутствует. Когда ваш вера выглядит живым, но ваш дух спит. Когда вы настолько привыкли к шуму, что не слышите Святого Духа больше не шептать. Чувствуете? Это тихое покачивание, это потеря способности удивляться, это духовная усталость, которая заставляет вас сказать «я помолюсь позже», это не совпадение. Это знак того, что ваш дух подвергся нападению. Потому что дьявол действует стратегически. Он знает, что не может противостоять верующему, который горит вера. Поэтому он медленно охлаждает пламя. Он не заставляет тебя отрицать свой завет, он заставляет тебя забыть об этом. Он не останавливает тебе молитвожизнь, он убеждает тебя, что это не имеет значения. И мало-помалу твое духовное богатство, твоя радость, твой мир, твое чудотворное мышление – все начинают исчезать. Позвольте мне показать вам узор. Во-первых, враг изолирует. Он отдаляет тебя от других верующих, ты перестаешь посещать собрания,
перестаешь делиться своими переживаниями. Затем он отвлекает, он заполняет твое время тем, что кажется важным, но пустым. Твой расписание полон, но ваша душа пуста. Затем он десенсибилизирует, ты начинаешь терпеть то, что когда-то отвергал. Этот сериал, эта песня, этот безобидный грех – все это больше тебя не шокирует. Ты смеешься над тем, что раньше тебя ломала точка сердца. И, наконец, он обманывает, он убеждает тебя, что у тебя все хорошо, что ты все еще любишь Бог, что ты справишься с этим сам. Но внутри твой верослабый, ваш дух слаб, и ваша проницательность, чин-ключ которой охраняет ваше сердце, ржавеет. Позвольте мне спросить вас, когда в последний раз вы чувствовали Божье присутствие настолько сильно, что довело вас до слез? Когда в последний раз вы, сердце сгорая от чтения Его слова? Когда в последний раз вы просыпались с таким желанием помолиться не потому, что вам нужно было, а потому, что вы не могли жить без этого? Если вы не можете вспомнить, то это не потому, что Бог двинулись, это потому, что ты дрейфовал. Медленно. Тихо. И враг следил за каждым шагом. Вы спрашивали, почему я чувствую себя таким опустошенным? Почему мои молитвы словно упираются в потолок? Почему я чувствую себя таким далеким от Бога, хотя я все еще верю? Это потому, что что-то отвлекает ваше внимание. Вы позволили врагу возьмите свое внимание, и куда бы ни направлялось ваше внимание, ваше помазание следует. Вы не можете войти точка власти-то и с ядом. Нельзя войти избыток, развлекая то, что истощает ваш дух. Вы не можете получить свой чудо-защищая при этом привычки, которые этому препятствуют. И вот секрет большинства верующих никогда не осознают, дьявол не против вашего посещения церкви, пока в сердце его там нет. Он не против твоего поклонения, если твой разум все еще в этом мире. Он не против твоего давая, если твой мотив – гордость. Потому что он знает, в тот момент, когда твой дух, когда он по-настоящему просыпается, он теряет хватку. В тот момент, когда вы говорите «хватит», все молчаливые цепи рвутся. В тот момент, когда вы перестаете оправдывать грех и начинаете его разоблачить, ваша власть возвращается. Но это ваша моральная дилемма – взглянуть в лицо тому, что скрыто, или продолжать притворяться, что все в порядке. Позволите ли вы Святой Дух, чтобы глубоко вас осудить, или вы утопите это убеждение в отвлечении? Позволите ли вы, враг, сохраните свою молчаливую позицию, или вы, наконец, вернете себе свое наследование? Потому что правда в том, что чем дольше вы терпите мелкие компромиссы, тем больше становится дистанция между вами и вашим судьба. Позвольте мне сказать вам то, что мало кто понимает: дьявол борется с вами не за то, кто вы есть, а за то, кем вы становитесь. Он видел ваш потенциал задолго до тебя. Он увидел чудо, которое вот-вот развернется в вашей жизни. Он увидел благословение, что грядет, урожай вот-вот прорвется сквозь почву. Вот почему он проник рано, чтобы ослабить ваши корни, прежде чем они, дерево, приносит плоды. Но теперь вы знаете. Теперь завеса приподнимается. Вы больше не можете сказать, что не видели этого. Вы больше не можете притворяться невежественным. Потому что это привилегированные знания, откровение, которое мало кто получает, пока не станет слишком поздно, враг не нужно кричать, чтобы разрушить. Он шепчет. Он отвлекает. Он утешает, превращая тебя в самодовольного человека. И этот комфорт – ловушка. Тот мир, который не бросает тебе вызов, это не Бог. Это тишина, которая ошеломляет тебя. Дух – это не отдых, это духовное успокоение. Ты больше не можешь позволить себе спать, дверь из милости все еще открыт, но он не будет оставаться открытым вечно. Бог призывает вас вернуться к осознанности, проснуться, очистить себе сердце, чтобы вернуть себе свои земли.
Потому что ваш игра не предназначен для тихого выживания, он предназначен для громкого завоевания. И когда вы видите врага, отдайте свои привычки, когда вы разоблачите молчаливое проникновение в вашу повседневную жизнь, вы полностью разоружите его. Теперь вопрос в том, подниметесь ли вы, вернете ли вы себе завет, твой обещать, твой огонь, или вы позволите комфорту сделать вас слабым, онемевшим и духовно опустошенным. Выбор за вами, но времени мало, враг он действовал скрытно, но теперь он разоблачен. А ты предупрежден, оснащен и пробужден. Следующий ход за тобой. В первом послании Петра 5:8 говорится: «Бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Этот стих не является поэтическим языком, это предупреждение. Это не метафора, призванная вселять страх, а призыв к духовный интеллект. Потому что пока вы были заняты выживанием, отвлекаясь на шум и рутину, что-то наблюдало, ждало, кружило вокруг вас вера, тестирование вашей границы. И вот в чем проблема. Ты перестал быть бдительным. Ты перестал следить за своим сердцем, как солдат смотрит на поле боя. Ты перестал охранять свой дух, потому что вы считали, что рутина – это защита. Вы верили, что поход в церковь – это достаточно, что чтение одного стиха в день – это безопасность, что называть себя хорошим человеком каким-то образом означает, что вы в безопасности. Но сатана не угрожает ваш рутина. Он боится твоих покаяния. Он боится твоего послушания. И он дрожит, когда ты выбираешь святость превыше комфорта. Видите ли, многие построили свои веры на привычках, а не на отношениях. На ритуалах, а не на откровении. Вокруг внешности, а не выравнивании вы научились звучать духовно, но не научились стоять властью, в огне волнуют твои слова, если твое сердце все еще разделен. Он не боится твоего молитва, если это не подкреплено послушание. Он не против вашего поклонения, если оно отделено от преданности. Потому что он знает, пустые действия безвера бессильны, как дьявол бродит вокруг верующих, которые выглядят святыми, но живут пустыми, ожидая момента слабости, трещины в убеждениях, просвета, где самодовольство заменило бдительность. Итак, позвольте мне спросить вас, когда ваша вера стала рутиной? Когда это произошло, покаяние перестаньте ломать свое сердце. Когда это произошло, грех перестаньте доставлять вам дискомфорт. Когда вы начали лечить Святого Духа убежденность, как фоновый шум вместо божественное предупреждение. Потому что правда в том, что враг он изучает вас. Он знает ваши привычки. Он знает время суток, когда вы дух слабейший. Он знает слова, которые вызывают ваши сомнения, отвлекающие факторы, которые мешают вашей молитве. Вы не просто живете, за вами наблюдают. Вы под атакой, видите вы это или нет. И это не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вы бодрствующий. Потому что Бог никогда не говорил тебе бояться враг, Он велел вам противостоять ему. Но как вы можете противостоять тому, что отказываетесь признавать? Дьявол убедил это поколение, что занятый равнозначно продуктивный, что вдохновленный равнозначно помазанный, а хороший равнозначно святой. Но это мифы, и они опасны. Вы можете быть заняты и отступить. Вас могут вдохновлять слова, которые никогда не изменят вашу жизнь. Вы можете быть добрым и все равно потеряться. Врага величайший обман – это не грех, а подмена. Он заменяет огонь духа с проблеском эмоций. Он торгует твоими убеждениями для комфорта, ваш звонок для удобства и ваш власти для производительности. В первом послании Петра 5:8 не просто говорится «будьте бдительны», там написано «будь трезв», это значит мыслить ясно. Перестаньте позволять эмоциям диктовать вам послушание.
Перестаньте позволять культуре определять ваши действия, точка убеждения, перестаньте путать активность с помазанием. Быть трезвым означает видеть правду, даже если это вас оскорбляет. Это значит осознавать, что вы дрейфуете, даже если ваши уста все еще говорят «я в порядке». Это значит называть грех тем, чем он является, а не тем, что социально приемлемо. Потому что в тот момент, когда вы стираете эти границы, вы отдаете враг законный доступ к вашему территории. Давайте прямо сейчас развенчаем несколько лжей, ложь о том, что Бог понимает, поэтому я могу оставаться прежним. Ложь о том, что благодать означает, что мне не нужно меняться. Ложь о том, что пока я никому не причиняю вреда, это не грех, обманы которые приводят к духовной нищете, милость это не лицензия, это освобождение. Это не дает вам разрешения оставаться связанными, это дает вам возможность свободно двигаться. Если ваша версия милость позволяет вам грешить без печали, это не милость, это яд. И этот яд тонкий, сладкий и смертельный. Вам нужно вернуться к Слову, а не мир. Вам нужно измерить свою жизнь в Писании, а не сентименты. Вы должны проверять каждое учение, каждое влияние, каждую песню, каждый пост по стандартам правда, а не тренд. Потому что сатана знает Писание, он просто вертит им, пока тебе не станет удобно. И единственный способ противостоять ему – знать слова так глубоко, что ложь не может замаскироваться под любовь. Нельзя бороться с рыкающим львом полузабытыми стихами. Нельзя победить с разбавленным верой. Вы должны быть вооруженны с убеждением «святость с правда». И вот где настоящее пробуждение происходит, когда вы осознаете, что ваша духовная жизнь не нейтральна. Каждый день вы либо продвигаетесь к королевству или расширение прав и возможностей враг, каждый выбор, каждая мысль, каждый момент – это семя. И урожай то, что вы пожнете завтра, зависит от послушания, которое вы сеете сегодня. Когда вы игнорируете покаяние, вы провоцируете сопротивление. Когда вы сопротивляетесь убеждениям, вы соглашаетесь на коррупцию. И когда вы живете в рутине вместо того, чтобы отношения, вы медленно передаете свое наследование. Итак, я спрошу вас прямо, что вы терпите, что истощает ваши силы? Вера, что вы смотрите, слушаете, чем развлекаетесь, что отупляет вас, дух? Что вы называете одним разом, который уже стал цепочкой? Потому что Бог видит это. И Он указывает на это не для того, чтобы осудить тебя. Он показывает тебе, потому что любит тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе оставаться связанным. Ты не призван быть теплой. Ты призван быть святой, отделить горящий с верой наполненный огонь. И, возможно, вы сейчас это осознаете, что причина, по которой вы чувствуете себя в тупике, заключается не в том, чтобы огонь двинулся, а потому, что ты перестал двигаться к нему. Ты принял его молчание за расстояние, но на самом деле он ждет, когда ты проснешься, чтобы снова сражаться, чтобы защитить свою сердцесного, снова молиться не из чувства долга, а из любовь. Потому что в тот момент, когда вы снова становитесь бдительными, враг теряет почву под ногами. В тот момент, когда вы сопротивляетесь искушению вместо того, чтобы рационализировать его, милость возвращается поток. В тот момент, когда вы говорите «Господи, я каюсь», небеса действуют от вашего имени. Теперь я хочу услышать ваше мнение. Напишите в комментариях прямо сейчас, что Бог показал вам через это слово. Какую часть вашей жизни вам нужно снова оберегать? Заявите об этом публично, не для меня, а как пророческий акт. Запишите это как шаг веры, как знак небеса, что вы больше не будете пассивны. Скажите «Я просыпаюсь». Скажите «Я забираю свои веры». Скажи «Враг нет места во мне». Потому что ваш комментарий – это не просто ответ, это заявление.
Это ваше глаз-выравнивание S-слова. Если это сообщение пронзило ваше сердце, не молчи, бах, что-то будоражит вас прямо сейчас. Напишите это. Выскажите это. Провозгласите это. Я бдителен. Я трезв. Я стою твердо в вере. Пусть и враг, видите, его разоблачили. Пусть небеса свидетель твоего возвращения. Потому что, когда ты говоришь «вера», вы сдвигаете атмосферу, урожай начивается с ваших слов, чудо начивается в вашем заявлении. Тебе нужно проснуться. Тебе нужно выгнать его, враг злоупотребил гостеприимством в вашем сердце, ваш дом, ваши мысли, ваши привычки. Спросите Бог прямо сейчас, чтобы показать вам, где дверь был оставлен открытым. Спросите Святой Дух, чтобы раскрыть каждый компромисс, каждое крошечное «да», ставшее цепью, каждое молчаливое соглашение, позволившее тьме остаться. Не чувствуй себя просто осужденным, раскаиваться не надо, просто жалеть, действовать. Речь не об эмоциях, а война. Удалите то, что нужно убрать. Дистанцируйтесь от того, что вас истощает. Откажитесь от того, что подпитывает вашу слабость, дух. Снести все идол, который занимает его место, молиться, словно от этого зависит твоя душа, потому что так оно и есть. Сейчас не время для колебаний, враг он не ждет. Он был занят, пока ты отвлекался. Он строил крепости, пока ты спал. Но теперь Бог зовет тебя вернуть то, что тебе принадлежит. Верни себе мир. Забери свою радость. Забери свое наследование. Ты не можешь сражаться с половиной своих сил, вера, вы не сможете победить частичным послушанием. Эта битва «все или ничего» для вашего судьба. И первый шаг к победе – это покаяние, настоящее, искреннее, немедленное раскаяние. Не просто слово, а действие. Пройдите свою жизнь, как воин, зачищающий вражескую территорию. Проверьте свой телефон. Какие разговоры отравляют ваш дух? Какие связи держат вас в узде? Удалите номер, который тянет вас назад. Удалите плейлист, который питает вашу боль. Очистите свою комнату, свой разум, свою еду, свои привычки. Не ведите переговоры с тем, что Бог уже названо грехом. Не оправдывайте то, что оправдывало вашу слабость. Каждый предмет, каждое слово, каждое воспоминание, связывающее вас с вашим прежним «я», сожгите, удалите, отпустите. Потому что враг живет в том, что вы терпите. И когда вы очищаете свое окружение, вы очищаете свой дух. Вы не сможете выиграть эту битву, если будете продолжать кормить свой враг. Вы не можете войти, избыток защищая свои цепи. Вы не можете получить чудеса, защищая свой компромисс, дьявол не боится вашего поклонения, если ваш воля все еще в его руках. Так что верните его. Верните свою власть. Верните себе ключ, ты сдался, когда сказал «только один раз». Ты должен дать отпор не своими силами, а Божья сила. Молись так, словно твой голос – меч. Поклоняйся так, словно стены Иерихона сотрясаются. Говори слово, как будто это огонь, прогоняющий ночь. Потому что так оно и есть. Невраг прошепчет, ты не можешь измениться. Но он лжец, дьявол напомнит вам о вашем прошлом. Но ваше прошлое не имеет никакой силы, когда ваше покаяние реально. Ты мог упасть 1000 раз, но если ты поднимешься еще раз, вера небеса с тобой. Ты можешь чувствовать себя слабым, но слабость в руках Бог становится сила. Вы можете чувствовать, что зашли слишком далеко, но вы никогда не будете слишком далеко для милости достичь. То же самое властьято воскресший из мертвых Иисус живет в тебе не метафорически, а буквально. Дух может воскресить, все враг пытались похоронить твою страсть, твою цель,
твою чистоту, твой мир. Итак, начните сейчас молиться, как будто от этого зависит твоя жизнь. Потому что это так. Молись, пока стены сомнений не падут. Молись, пока твое сердце чисто. Молись, пока не почувствуешь, что дух гори снова. Кричи, пока не разверзнутся небеса. Ты не слаб, ты на войне. Ты не побежден, ты божественен. Ты не создан для выживания, ты создан для победы. Враг пришел украсть, убить и погубить, но вы восстаете в силе того, кто пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Настал час сражаться, а не бежать. Настал момент собраться силами к меч, твой вера, твой слово, твой поклонение и нанести ответный удар. Каждое слово, которое ты говоришь, становится оружием. Каждой молитва вы молитесь, власть сотрясает невидимый мир. Ты не просишь победы, ты ее навязываешь. Иисус уже ее одержал, кровь принадлежащей. Ебнинак ваша защита, имя Иисус, твой щит, Дух Божий, ваше оружие. Используйте его. Произнесите вслух: «Я покрыт кровь, я наполнен власть. Я иду в победе». Когда вы это говорите, ад дрожит. Когда ты в это веришь, цепи перерыв. Когда вы действуете, чудеса случатся. А теперь взгляните на свой круг. Кто говорит в ваш голос «жизнь»? Они кормят ваши говера или твоя плоть? Они подталкивают тебя к твоему судьба или тянет вас к разрушению. Иногда духовная война означает уйти. Иногда это означает закрыть двери, стоя наедине, пока ваш дух снова сильна. Не бойся одиночества, Бог, Он творит лучшие дела в тишине. Не бойся потерь, небесные урожаи требуют разделения. Вы не можете войти в свой будущий, цепляясь за людей из вашего прошлого, которые отказываются расти. Отпустите их. Простите их. Благословите их. Но двигайтесь вперед. Прощение – это тоже война. Прощая, ты обкрадываешь враг законных оснований. Горяч – это веревка, которая связывает тебя с рабством. Разрежь ее. Отпусти. Каждая обида, каждая рана, каждое воспоминание, которое воспроизводит боль, отдай ее Бог. Скажите: «Я освобождаю их». Потому что, когда вы освобождаете других, вы освобождаете себя. И когда ваше сердце бесплатно, ваш небеса открывается, Бог не может наполнить сжатый кулак. Но Он переполняет открытый кулак, рука. А теперь начинайте восстанавливать. Восстановите свой вера через слово. Перестройте свой разум с правдой. Восстанови свои дни вокруг молитва, а не паниковать. Начинайте утро, провозглашая: «Этот день сотворил Господь, буду радоваться и веселиться в нем». Заканчивайте вечер словами: «Хотя враг ополчился вокруг меня, мой Бог – мое убежище». Заполните свое пространство поклонения, пусть Писание звучит в вашем доме. Пусть хвала заменит яд. Пусть ваш дом снова станет святилищем. Потому что каждая атмосфера откликается на то, что ее наполняет. И когда вы наполняете свой дом присутствием Бога, тьма не может остаться. И не стоит недооценивать власть послушания. Когда если Бог говорит вам что-то сделать, сделайте это немедленно. Отсроченное послушание все еще не послушание. Если Он говорит «дай», дай. Если Он говорит «прости», прощай. Если Он говорит «остановись», остановись. Враг процветает в нерешительности, на небеса действует немедленно. Послушание активирует чудеса. Это ключ, который открывает двери, никто не может заткнуться. И когда ты повинуешься, Бог, Он начинает восстанавливать то, что было потеряно. Он начинает умножать то,
что было украдено. Он начинает превращать каждое поражение в урожай. Нужно жить как воин. Каждое утро, когда ты просыпаешься, ты не просто начинаешь новый день, ты вступаешь в новый поле боя. Но вы не одиноки, ангелы Божьи сражаются рядом с вами, Святой Дух ваш стратег, слова это ваша карта. И ваша вера ваша победа. Не позволяйте страху диктовать ваше будущее. Страх – это врагоязык. Говорите на языке веры вместо этого. Скажите «Я избран». «Я защищен». «Я укрыт». «Я побеждаю». Говорите это, пока ваш дух верит в это, пока атмосфера не изменится, пока небеса вторгается в вашу ситуацию. Когда искушение стучится в вашу дверь, не поддавайтесь ему, упрек скажи, не в этот раз. Когда мысль о грехе закрадывается, не спорь, команда, когда тревога шепчет, утопи ее в хвалить. Когда враг напоминает тебе, кем ты был, напомни ему, куда он идет. У тебя есть власть. У вас есть завет. У вас есть Дух, воскресивший Христа из мертвых, живущий внутри тебя. Ты не жертва своего прошлого, ты сосуд его, власть. И это точка вашего разрыва. Разрыв между старым и новым. Поворот вашего судьба, вы уже не просто слышите о покаянии, вы живете им. Вы больше не желаете чудеса, вы идете в них. Вы больше не ждете разрешения измениться, вы сами командуете переменами, Бог вооружил тебя, пробудил и помазал тебя на этот час. Это не просто время, это возрождение. Так восстань же, воин Бог. Восстань из пепла. Восстань от своего страха. Восстань от своего стыда. Тебя определяет не огонь, через который ты прошел, тебя определяет вера, которые вытащили тебя. Объяви войну всему, что тебя сдерживало. Говори о жизни там, где когда-то правила смерть. Говори с Батакоди, когда-то жила нужда. Говори благословение, где однажды прошептали проклятие. За то же самое дух то, что парило над хаосом, теперь парит над вами, готовое творить, восстанавливать и наделять силой. Это ваше новое начало. Молитесь без ограничений. Поклоняйтесь без стыда. Повинуйтесь без промедления. Любите без ограничений. Живите как тот, кто уже победил. Потому что, когда вы сражаетесь с победой, ты не боишься битвы. Ты сражаешься, зная результат, корона, то обещать, то наследование, то слава вашего Бога. Теперь сделайте последний вдох и скажите: «Господи, я готов. Я отрекаюсь от врага. Я принимаю Твою Духе, возвращаю себе свои судьбы». И когда вы произносите эти слова, небеса, запишите это, цепепадение, тьмоперерывы, чудоначивается. Ты свободен. Ты избран. Ты преображен. Ты – живое доказательство того, что милости пассивен, а мощная война окончена. Победа за вами. Теперь идите в ней. Прежде чем вы уйдете, давайте закрепим это вместе. Произнесите это вместе со мной в комментариях, и я закрываю дверь. Меня защищает кровь. Я защищен милостью, я вхожу, победа. Эти слова не просто утверждения, а не декларации. Они эхом отзываются в духовное царство. Они напоминают врачу, что у него больше нет доступа к вам, вашей семье, вашему финансы или ваше будущее. Вы находитесь под божественным защитой. Ты сокрыт в тени всемогущего. Если это сообщение затронуло что-то глубоко в вашем сердце, дух, не дайте этому закончиться здесь. Поделитесь этим видео прямо сейчас. Распространите огонь. Станьте частью этого движения «Вера» из пробуждения, из трансформации.
Кто-то там нуждается в том же, слово это просто освободило вас. И подпишитесь, не просто чтобы быть в курсе событий, но и чтобы быть в курсе событий. Потому что мы только начинаем путешествие, которое изменит ваше восприятие к Богу, как вы видите себя и как вы живете судьба. До следующего сообщения. Будьте сильными. Тревога. Оставаться святой и никогда не забывайте. Вы не просто спасены, вы запечатаны. Тебя не просто зовут, тебя зовут выбранный. Вы не просто прощены, вы защищенный. Ходите в этой истине, живите в этом власть, и пусть твоя жизнь будет показаннее, который рассказывает миру. Враг пытался, но Бог одержал победу. Увидимся в следующем эпизоде, где мы подробнее рассмотрим, как поддерживать чудо вы получили сегодня, как сохранить свой духастрой, твой виражив, и ваш урожай умножается. А пока комментируйте, делитесь и подписывайтесь. Ваш новый сезон начался. Дверь закрыт для темноты и широко открыт для судьбы.